когда я выкладываю работу на этих ногтях, мне часто приходится работать с хейтом, ну или с возражениями, если хотите. А все дело в том, что это ногти моей сестры, и у нее есть такая проблемка. Они широковаты. В данном случае мы смотрим на большой пальчик, он действительно достаточно широкий. И почему-то пишут, что вот какие-то некрасивые руки, какие-то они прям как у мужика и всякое такое. Ну, конечно, могу сказать, что это не совсем приятно, но мы уже научились спокойнее на это реагировать. А ногти действительно широкие, и мы делаем то, что можем. Не всегда у нас бывает достаточно времени, часто этот маникюр бывает ночью, как в частности конкретный вот этот случай. Мы действительно в ночи сели делать ногти и подумали, что было бы неплохо сделать что-то прям вот по-быстрому, чтобы сделал и вот разошелся, потому что реально в 2 часа ночи хочется больше спать, чем пилить. Кстати говоря, ссылки на все инструменты я обязательно оставлю в описании, ну там на фрезы, на кусачки, на вот это вот все, что обычно я использую для вашего удобства. Кстати говоря, если кому-то нужно, то легко будет перейти по ссылочке. А мы возвращаемся к нашему покрытию. Мы решили взять 5 рандомных баз, ну как рандомных, их Лиза выбирала, и на первый взгляд кажется, что они вообще даже рядом никак не сочетаются. Одна какая-то зеленая, другая вообще молочная с какими-то крапушками, мусоринками, значит еще одна синяя. Кстати, вот эти 2 базы, они со светоотражающим эффектом, просто такая синяя, голубая и вообще неожиданный, да, поворот, розовый вариант базы. И вы, наверное, сейчас думаете, что вот что у тебя на палитре, наверное, тебя там стошнило, да, туда красками, но нет, сейчас будет развязка. Ну, тут понятное дело, да, мы обязательно носим праймер, базу на подложку, без этого вообще ни один маникюр у меня не делается. Ну, а дальше я кисточкой для градиента набираю вот так вот произвольно каплю и очень осторожно раскладываю ее на ноготь. Смысл всего вот этого заключается в том, что нам нужно распределить наши цветные базы каким-нибудь интересным образом, так, чтобы они в итоге встали в рисунок, в какой-то фантазийный, ну и там уже каждый увидит то, что захочет. У меня тут аж фокус потерялся, я была настолько увлечена на самом деле процессом, и уже буквально на 2-м ноготочке я понимала, что будет круто. Круто, потому что нестандартное цветовое решение, потому что мне это даже почему-то напоминало планету нашу, как она выглядит из космоса. Ну, вы можете написать, кому вообще, что это напоминает, но мне очень зашло, особенно вот этот мизинчик у меня просто был любимый. Ну, а Лизе понравились все, потому что она у нас очень девушка креативная, она специалист по цветным окрашиваниям, и несложно догадаться, что ее привлекает что-то очень нестандартное. И несмотря на то, что на это видео будут писать хейт и говорить, что это некрасивые ногти, они там широкие, они пирожки. Кстати, да, они будут пирожками, потому что их надо будет после этого опилить. В такой технике вообще не получается нормально выложить. На готовность всегда будет опил, потому что если мы будем долго разравнивать тонкой кистью, у нас в итоге не получится вот этого красивого эффекта. В общем, мы знаем, что хейт мы словим, я уже выкладывала это в других социальных сетях, и, конечно, я получила интересную обратную связь. Но что я хочу сказать про маникюр? Главное, чтобы он нравился хозяйке самого маникюра. Ведь именно ей с этим маникюром нужно будет отходить где-то 3 недели, иногда бывает даже больше. Изнутри мы тоже не забываем выпиливать. Тут, как всегда, фреза малышка. Кстати, когда я выпиливаю, я еще немножко их поднимаю. Такой маленький лайфхак. И дальше перекрыть топом. А перекрыть топом на самом деле очень сильно хотели матовым, но в итоге сделали глянцевый, потому что стараемся не забывать, что Лиза у нас колорист и специалист по ярким цветным окрашиваниям. А это значит, что какой бы крутой матовый топ ни был, в любом случае в него все будет это въедаться. Поэтому матовый топ мы с ней дозируем, делаем, конечно, иногда, но здесь в итоге решили остановиться на глянцевом. А на этом мое видео подходит к концу, и вам я предлагаю оценить наш результат. Напомню, к хейту мы готовы, так что можете ни в чем себе не отказывать. Для меня самое важное, чтобы Лиза была довольна и ей было с этим комфортно ходить. Она, кстати, эти ногти уже относила, и они продержались чуть больше месяца. Не то чтобы прям вот они как-то супер держались, и мы поэтому так долго ходили, просто мы, как всегда, не успели попасть к друг другу, потому что и я тоже хожу с отросшими корнями, и она с отросшими ногтями до последнего. И потом где-то в ночи, в районе 2 часов ночи, мы, конечно, садимся и делаем друг другу ногти и волосы. Такие вот у нас сестринские отношения. Ну что, давайте закругляться, жду ваше мнение в комментариях, и большое спасибо всем, кто смотрел и был со мной. С вами была Алена.
Пока-пока. Берегите себя и свои ногти.